Ты решил порегать ПВП за Unholy ДК, но твой шмот оставляет желать лучшего? Не беда, суеты все равно навести. Можно. Сегодня посмотрим, как я отыгрывал каточки соло кью, за Unholy, в Лоугире. Всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. Сегодня без бабочки, народ, сегодня full фокус, анализ сетапа. У меня Энг Шаман в команде, Рестор Друид, против меня Рестор Шаман, Фрост Маг и Армс Воин. На самом деле здесь можно очень много рутать вражеского Армса, и он будет практически бесполезен в фулл бой. Можно было бы упороться в Мага. У меня Шаман спросил перед началом боя, в кого мы будем играть. И говорит, я хочу играть по Рестору. Я говорю, я хочу играть в Мага. Ну и все, а вот мы при своем и остались. Соответственно, Рестор Шаманыч бегает от моего Энха, я думаю, ну ладно, окей. Магу в целом может быть максимально неприятно, если сейчас в него упорюсь, даже если буду соло. Тут грипп его к себе, поскольку стоял рядом с вурдалаком, получилось застанить, взорвал пэта, но маг нажал глыбу. На самом-то деле, не знаю, мне кажется, слишком рано он это сделал. Накинул немоту по Рестор Шаману, чтобы помочь своему Энху, и понимаю, окей, он глыбу потратил, все, я остаюсь здесь. Я здесь остаюсь, на пофиг, я хочу играть по магу. Тринканул его овечку фуллоу, потому что не хочу стоять, и очевидно, прям очень больно под гаргой по магу прилетает. Учитывая то, что Энх прессует Рестора, я прессую мага, и вот они под дабл-прессингом с двух сторон находятся. На самом деле это была бы выигрышная катка с их стороны, если бы просто Ресторыч немножечко получше сыграл и спас бы своего мага. Но я не знаю, как можно позволить Энху беспрепятственно бегать и душить Рестор Шамана, когда при этом еще Армс Воин есть, как бы. Ну, типа, я не знаю. Они решили сделать так, мы решили сделать вот таким вот образом, по итогу получилась победа. Ну, кринжовая, да. Победа, тоже победа. Поэтому без разницы. Первая каточка была вот такой, посмотрим, что у нас получится дальше. Здесь у нас имеется полный гайд Unholy ДК, где я освещаю все основные моменты, рассказываю базу. При этом присутствуют дуэльные разборы против разных классов. Например, Unholy ДК против Фростмага или Unholy ДК против Паладиныча. В общем, все самое неприятное тут разобрано. И есть даже общий разбор всех спеков ДК, можете перейти, знакомиться он в открытом доступе. Но ДКшникам все не ограничивается, также присутствуют гайды на Паладина, на Чернокнижника, вскоре будут появляться на другие классы. Есть полный гайд по моему PvP-шному аддону и интерфейсам, который я использую, как все настроить, как все передвинуть, чтобы было как у меня, чтобы было красивенько, чтобы было функционально и минималистично. Поэтому, если есть желание поддержать канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то переходи на мой бусти и подписывайся. Цена, кстати, недорогая, как одна кружка кофе, поэтому я думаю, предложение выгодное. Больше не затягиваю, народ, погнали смотреть основной видос. Next, котеечка. И вот здесь у меня явно прослеживалась недосдача по шмоту, скажем так. Если бы он был выше, все было бы гораздо проще. Я вам не скажу, она по итогу окажется выигранной или нет, чтобы сохранить интригу, но в любом случае смотрим. Против нас Fire Mag, Энг Шаман и Рестор Друид. Тут я подстанил мага, но он зачем-то нажимает тринкет. На самом деле, никогда не понимал, зачем люди в самом начале боя вот так вот, по сути, в никуда дают тринкет на стан, когда... Ну, а что бы случилось, если бы он не нажал? Да ничего. И сейчас он уже глыбу потратил. То есть, по сути, он прям все отдал, чтобы максимально в контроле не стоять, и а-ля он пытается заберстить под БЛ моего Варча. Вот такой вот, видимо, у них был план. Тут я понимаю, что у меня сейвы закончились, и критично важно в лоу-гире понимать, что вам сейчас может быть больно. Вот смотрите, видите, они сразу начали по мне играть, и я просил по хпшечке-то при этом. Все. Поэтому призываем вурдалака, чтобы его съесть в случае чего. Съедаю, клацаю зеленку, все, я выжил. Все это было под стойкой льда. Почему? Потому что я просто понял, все, у меня закончилась зеленка, кончился бабл, который я поставил. Можно зачилиться, главное не сдохнуть. Вот это самое вообще важное, что вы должны помнить. Главное не умереть, когда у вас лоу-гир, потому что вас очень больно пробивают. Этого не отнять, конечно же. Но и также нам урона может не хватать в моментах, и в тех ситуациях, когда у меня был бы топовый гир условный, я бы, может быть, уже бы убил этого Энг Шамана. Но гира, поскольку нет, видите, Энг Шаман выжил. Да, у него еще осталось 3 хп, но как будто бы, если бы у меня 26% хп было в моменте, да? Я думаю, что если бы гира у меня было больше, если бы я был там, не знаю, 290, как сейчас все бегают, то 100% кто-нибудь из них точно бы уже откис. В любом случае, мы пережили заезд от противничков. Я выжил, мой вар выжил. Тут, к сожалению, поздно было уже отбегать от мага, чтобы его грипнуть, чтобы сбить ему каст. Но смотрите, я максимально пытаюсь сейвить свою тиму. Я понимаю, что меня сейчас убивать вроде как не должны. Они попробовали в меня упороться, у них не получилось. Они сейчас играют по моим тиммейтам. Поэтому я замедляю постоянно мага. Я замедляю вражеского Энху, я грип его к себе, чтобы моя тима имела спокойную возможность убежать за колонну, подсейвиться, там, чики-пики, тудой-сюдой, и чтобы все было более-менее нормально. Тут решил все-таки тринкануть циклон. Да, мы никого здесь не убивали, и мой циклон, по сути, не принесет нам победу, но он и не принесет нам поражение, потому что вдруг бы сейчас кого-нибудь пробили за моей темы слишком сильно, и, может быть, шамана бы моего забили. Почему бы и нет? Почему бы не тринкануть в моменте? Пошел Блейдшторм от Варыча, это хороший, кстати, момент. Закидываю антихил по вражескому Энху, чтобы пробить его прям под Блейдшторм. Также немоту в Рестора закинул.
4000 хп остается, 3000, 2500 тысяч, 1500, 1700. Ай! Вот про что я и говорил. Если был бы гир, 100%. Вот здесь вы уже спорить не можете, правильно? Правильно. Если был бы гир, у меня было бы больше силы, было бы больше урона скайлов, с доток туда и сюда, и стычек. По-любому здесь Бэнг бы уже откис, и мы бы уже победили. Но гира нет, поэтому мы играем дальше, терпим дальше. Главное сейчас, опять же, подсеять всю мою тим. Они прям максимально решили упороться по моему шаману, смотри. Но все равно момент был хороший, согласись, практически победили, был супер шанс. А почему? Потому что я увидел Блейдшторм своего вара, понимаю, что это будет очень большой дэмэдж, ему никто не повредит, ему никто не помешает этот дэмэдж вынести. Поэтому я накинул также в таргет дополнительно релик на антихил, чтобы, во-первых, поглотить исцеление, а потом предотвратить, понизить исцеление, которое может поступать от рестора, потом накинул немоту в рестора, и практически получилось пробить чувачка. Взрываю труп, больно магу. Они также постоянно под замедлением атаков, постоянно под замедлением от лужи, которую я раскидываю, а именно вот с удара чумы. И все, я понимаю, что еще один момент, призывается Гарга, но посмотри, насколько неприятна в этом плане ситуация на поле боя. Они слишком сильно ушли вниз, но все, да. Гаргу уже не переживают, потому что сейвы закончились и получилось пробить. Неприятно было в моменте то, что Гаргу пришлось призвать а-ля под ступеньками, как будто бы ей мало места, чтобы там разгуляться, можно от нее спокойно бегать, но anyway. Мы со всех сторон поджали вражеского мага, ему некуда бежать. Девочки маленькой и бедной. Ну и все, и Гарга просто подстрелила мага. Не хватило у них больше ресурсов, чтобы дефаться. Ну хорошо, вот интересная же котейка, согласись. Ну котейка прям хорошая. Если был бы шмот повыше, она была бы гораздо быстрее, гораздо проще. Не была бы такой интересной. Надо искать плюсы. Главное, чтобы у вашей команды хотя бы шмот присутствовал. А если все будут без гира, ну тогда, понятное дело, пиши пропало практически сразу. Хорошая катка, мне понравилась. Можно будет даже ее на бусте разобрать потом полноценно. Пишите, если хотите полный разбор на бусте увидеть. Прям со стоп-кадрами, где я прям буду пояснять все туда и сюда. Чтобы прям один видос затянуть на 20 минут с разбором каточки, какие я уже делал периодически. Не знаю, зачем Ресторыч вражеский стоит, просто пытается жить, но не будем ему мешать. Дэмэдж солидный. Следующая котеечка, тут наш чучундрих на разбойнике уже кразется врагам в туз, чтобы мы сыграли по шаману, так было изначально решено отыграть. Кстати, я сразу бежал под перерождением, чтобы не словить сап от вражеского разбойника, тоже не вырезать такой суетой. Главное помните, что вас могут станить и паладины, и престы тут тринкуем. Ну и, конечно же, просто стерли рестура. Маг пытался помогать овечками, но у него не получилось. Ну, потому что смотри, у меня и горгулья есть, и пэт есть, и немота. Ой, ай. Так еще и разбойник-то много дэмэджа выдает. И вот, как вы думаете, что было не так у вражеской команды? А вы не заметили, что третьего противника тупо нет? Он еще ни разу даже из инвиза не вышел. Где же Демчук? Где же пацанчик? Я не знаю, что это было. Это либо перелив, либо просто какой-то, ну, я не знаю, рофл от противника или что. По итогу просто пришлось дождаться, пока глаза выпадут. Ну и вот данного пацанчика мы, конечно же, тоже стерли. Но это такое, это можно не засчитывать в победу. Это мы просто порофлить вам вставил. Идем дальше. Next котеечку сразу. Сразу next. Давай дальше. Пенос на друиде, Киллнет на паладине и Паскули на Анхоле рыцаре смерти против нас. Не, никнеймы на Сирусе это 10 из 10 всегда. Тупо всегда. Степенное начало каточки. Опа, крылья пошли. Ну, я не знаю. Две катки подряд были просто вот такие. Ну, в чем моя вина, скажи мне? Где я провинился, где я сыграл не так? Просто чувак на паладине нажимает крылья и не бежит вперед в атаку. Ну, типа, ладно, окей. Вот реально просто окей. У него еще и шмота, кстати, почему-то нет. Ну, то есть, посмотри, насколько ему больно. Просто автоатака ему пол-лица сносит. Бабл, очевидно, клацаться не будет, потому что не может. Потому что крылья были нажаты. Ну, и тут тоже еще одна котеечка. Гриппу себе просто анхолика, чтобы... У меня почти сдох шаман, кстати. Что вот тоже интересно. То есть, по сути... Если бы они сделали все получше, просто бы упоролись моего шамана, они также могли бы его убить спокойно. Настолько же спокойно, как мы убили вражеского паладина. Потому что почему-то шаману моему было тоже максимально больно. Ну и опять же, эту катку тоже в победу записывать не будем, это тоже напоржать. Поэтому не так вот две подряд идут. Разрядить обстановочку, пацаны. А то один киберспорт, да киберспорт. Идем next. Вот такую вот котеечку глянем. Против нас Дестра, чернокнижник, Холи Паладин и Анхоли ДК. Ну, бой начался с того, что вражеский Анхоли подбежал к нам в упор и решил не пропускать меня дальше к противникам. Это в целом окей, это в целом нормально, это база. Я не люблю гриппать лока
прям в самом начале, потому что они обычно сразу нажимают телепорт, но здесь вот он слишком далеко подошел, как будто бы ему немного дистанции не хватает до телепорта. Да, бежать недалеко, но все же не в упоре. Вот сейчас ему бы уже хватило. Anyway, смотрим, будет ли феряться Гаргулья. Вот я всегда выбираю Гаргу вражескую в таргет, чтобы просто посмотреть, будет ли она феряться паладином или нет. Очевидно, мои паладины Гаргу никогда не феряют, поэтому, мне пришлось накинуть немоту в Гаргулью. Просто потому что, а иначе она просто сломала бы лицо и выбила бы ресурсы другие с моих тиммейтов. Я не знаю, разве это сложно просто фир в Гаргу нажать? Моя Гарга вон инста заферялась, очевидно, блин. Почему мой паладин не нажимает свою кнопку, я не знаю. Пытаемся играть по чернокнижнику, потому что нельзя отпускать его, оставлять на фрикасте. Единственная проблема Дестра Варлока — это ему так. Не совсем приятно играть, когда в него упарываются. Но вот как-то не хватает нам все-таки прессинга. Да, я его грипнул, кстати, сейчас после телепорта, и, по сути, можно очень больно ему делать. Но это очень больно. Без шмота не работает. 5000 хп у него в моменте остается. Все-таки получилось немножечко вот так хорошо. Немножечко хорошо подпробить его получилось, но все-таки убить дэмэджа не хватило. Скорее всего, если бы был гир у меня, мы бы его убили, потому что такое 5000 хп? Это копейки. Мне кажется, как раз-таки гира немножко не хватило. С другой стороны, может, тогда и Холик бы у него просто нажал какой-нибудь боб дополнительный там, тудой-сюдой. Поэтому не факт, что убили бы. Но чисто, знаете, на неожиданничах можно было бы его и шотнуть попробовать. Потому что он впитал фуловый, по сути, взрыв питомца мой. Без щитов, без нифига. Вражеский анхолик просто упоролся в моего шамана. Периодически Лок пытается ему помогать. Я пытаюсь его туда не пускать. Не знаю. Просто на паличе, вот сейчас, видите, такой тиммейт не очень опытный попался. Прям реально новичок какой-то. И поэтому тяжеловато играть. И вот это вот минус. Если бы у меня здесь был гир, мы бы могли победить прям супер уверенно, я думаю. Потому что просто бы упоролись в Дестрика. Если бы они контролили меня, паладин бы свой дэмэдж выдал. Если бы они контролили паладина, я бы свой дэмэдж выдал. А так вот, видите, я в соло не могу пробить вражеского чернокнижника, и поэтому у нас проблемы. А если бы гир был, то я бы мог очень больно и неприятно делать вражескому Дестра Варлоку практически в соло. То, что анхолик упоролся в моего шамана, это для нас плюс, потому что он 1x1 никогда его не убивает. Здесь я попытаюсь сейчас его грипнуть к себе подальше и вот за колонной, знаете, с ним суеты навести, но да, я просто не дамажу пацанчика, дэмэджа просто не хватает. Это мой последний шанс что-то сделать, поэтому я тринкую, под немотой по паладину пытаюсь пробить Варлока, и, тут чуть-чуть не хватает, чуть-чуть. Меня еще и гриппит к себе анхолик, замечает, что проблемы у чернокнижника появляются. И да, хорошо грипнул меня к себе, соответственно, сбил мой дэмэдж. И вражеский Варлок выжил. При этом, кстати, вражеский чернокнижник играет в созвездии вот этой панды, поэтому у него был слип, который паралич. Супер неприятно, не знаю. Мне еще периодически мой паладин почему-то пытается играть по ДК. Знаете, побил Варлока. Его там немножечко подзамедлили, он такой вот, пойду ДК побью, потом снова Варлока, и по итогу все, паладинычем его стирают под удушение на моего шамана. Короче, печальное поражение. Мне кажется, все-таки, если бы либо паладин был опытный, либо у меня был бы шмот, то мы бы здесь все-таки вырвали победу, но не хватило. Дэмэджа маловато залетает. И даже через немоту, через взрыв питомца не получилось шотнуть вражеского чернокнижника. Это, конечно, печально. А шансики были. Шансики реально были. Следующая котеечка. И здесь я вам скажу, народ, по секрету, проиграть было просто невозможно. 294-й рестор друид и 293-й ШП. Shadow Priest, в общем, в моей команде. Это просто ошалеть. Сирус — это же про скилл, это же не про шмот, правильно? Конечно, правильно. Поэтому здесь, на самом деле, я могу выступать в роли такого, знаете, саппорта-контроллера, как энг-шаман на актуале. Раскидываешь немоту, гриппаешь постоянно шамана и ДС-приста, чтобы сбивать им позиционку, кикаешь косты, замедляешь, а все остальное сделает твой тиммейт, твой ШПшник 293-го, повторюсь еще раз, Гирыча. Пытаемся пробить здесь вражеского ханта, он прыгает. Гарга, кстати, моя закончилась, улетела уже. И, по сути, это неплохо мы его на самом деле пробили. Выбили из него вот этот вот первый сейвик. Нормально, окей. И при этом сохранилась немота у моего Shadow Priest. И сейчас можно будет через повторный второй заезд очень нехило так пробить ханта. Возможно, даже убить.
Я бы сейчас нажал немоту, да, но немота полетела немножко не туда. Мой ШПшник промахнулся, нажал немоту в ханта. И это на самом деле критическая ошибка с его стороны, поскольку если бы не данная оплошность, то вражеский охотник был бы уже мертв. Пытаемся пробить его дальше. 5000 хп, 2000 хп, я еще кикнул в моменте каст ДЦшнику, но не хватает. Это он притворился мертвым, это он не умер, он все еще жив. Хороший фир залетает, пытается исправиться мой ШПшник. Но вот хватит ли нам дэмэджа? По сути-то они уже, знаете, такие без ресурсов все остались, зубы были потрачены, топорики были потрачены. Хотелось бы упороться максимально еще раз в шамана и уже просто пробить его до конечной остановки, скажем так. Взрываю трупа, ломаю щиты. Но не хватает пока что пробить дэмэджа. Еще один хороший фир, по сути, залетает с немотой по вражескому ДЦшнику. Здесь я трапу ловлю, но с меня инста-диспейлит. Это хорошо. Нет, наверное, просто дэмэдж по мне прошел. Поэтому трапа пропала. В общем, в любом случае, по трапу я не стоял. Это, конечно же, приятно. Почему-то мой ШПшник решил свапнуть таргет по вражескому ДЦ-присту. Залетает циклон во вражеского охотника. А ведь могли уже победить, если бы он просто немоту в правильный таргет нажал. А мы тут глину месим. Глиномесы мы, что ли? Не, это так не работает. Пытается он меня трапать, но на мне висят дотки от анхолика, поэтому по трапа я не сижу. Мы здесь уже выигрывали 100%, потому что у меня еще немота откатилась при этом, и ханта мы все-таки пробили. Вот почему плохо играть на анхолике и бездумно клацать мор, как делает это вражеский, соответственно, анхоли ДК. Либо он просто в меня дотки постоянно сам накидывает, но в любом случае я нахожусь постоянно под периодическим уроном, и хант просто не может нажать в меня трапу. Не понимаю, зачем он вообще пытается это сделать, но это уже другой разговор. В любом случае, победка была достигнута. Но здесь исход боя был известен еще на этапе предматчевого лобби, когда я просто увидел гирскор своих тиммейтиков. Вот так вот. Летим в следующую каточку. Против нас Аркан. Маг, на самом-то деле, довольно редкий гость. Один раз буквально его встретил в режиме 1x1, и больше вообще, по-моему, нигде не видел, чтобы за Арканов играли. Ну, тут они, конечно, слишком на очке все сидят, смотри, втроем забились, просто под моей лужей стояли, пытались меня что-то кастовать. Но, очевидно, я просто нафармил себе силу руны под зеленкой. Зашел в осиное гнездо расворошить. Тем самым выбиваем глыбу с мага. Отвратительная позиционка у вражеского шамана при этом всем. Пуляю в него немоту, удушение фуллово. Сейчас попытаемся пробить, естественно, Аркана, пока шаман под немотой. Накидываю релик на антищит, также еще клацал волшебный поток, когда шаман был рядом, кикнул ему каст и максимально сильно упарываюсь в мага. Хочу его прям туннелить и еще раз туннелить. Тут, кстати, неприятно то, что он стоял под рутаем, поэтому не получилось его грипнуть, чтобы прервать каст, но мой маг накинул у него стан, и тем самым все равно мы победили. Отличненько. Тут враги, конечно, ну прям слишком сильно они что-то испугались, стояли зашуганные за колонной, не выходили, поэтому у них была отвратительная позиционка, мы пришли и сломали им лица. Вот такой вот был быстрый котейчик. Быстрый котейчик. Еще одна катка. Последняя, думаю, на сегодня. Против нас Baby Don't Cry на ДКшнике. По-моему, сегодня мы уже с ним играли. Против него, да? Вроде знакомый никнейм такой. Залетает в меня стан. Расовый. Дворфов черного железа. И я понимаю, что вот сейчас уже у меня была плохая позиционка, поскольку вражеский анхолик прям сильно упоролся в мою тиму, а я под хантом стоять на дистанции сражаться не хочу. И просто под зеленочку грамотно ретировался. Я не отступил, я просто грамотно отошел. Я не сдаюсь, понятно? Вот так вот. Занял хорошую позицию рядом со своей командой. По крайней мере, ушел из плохой. Вот это вот точно. И сейчас пытаюсь играть по шаману. Чего-то у меня сегодня тянет хантов называть шаманами. Не знаю, почему такая дислексия происходит, но в любом случае, я думаю, вы меня понимаете. Играю по ханту. Максимально хочу его прессинговать, потому что ханты этого максимально не любят. Логично? Логично. Все, он пытается убегать, мы его гриппаем к себе. Он пытается убегать еще раз, и я под зеленкой все равно в него упарываюсь. Я как такой бычара просто вижу свою цель, свою красную трэпку. В данном случае зеленую. Ну все. И в него максимально эффективно пытаюсь играть. Против нас играет прист Джопетто. Он вроде неплохой, по крайней мере лучше, чем многие. Это я выяснил, играя опять же и с ним, и против него в данном игровом дне, в данной игровой сессии. А вот Baby Don't Cry — анхолик, которому в целом есть чему поучиться. Как минимум выбору таргетов. Как минимум. Ну и то, что когда с хантом играешь, не стоит нажимать мор постоянно, потому что он трапы не может сыпать свои. И так далее. Но наше дело, так сказать, бравое. Играем по вражескому ханту. Не знаю, зачем охотники. Вот ханты очень любят накидывать немоту в ДК.
Я не знаю, я это заметил. По крайней мере, в меня они точно постоянно закидывают свои стрелы с немотой. Зачем? Чтобы я в грипп в тебя не нажал? Так я его через 3 секунды нажму. Немота в ДК — это самое бесполезное, что вообще можно придумать в этом мире. Ловит фуловый хекс вражеский Джапетта. Тринкета нет, сейчас момент, чтобы пробить ханта. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, охотничек на 800 хп выживает. Гриппы у Джапетта, чтобы просто он летел, станю его пэтом. И жду, чтобы сбить каст. Не кастует ничего. Ну, вот так вот он ничего и не скастовал. Так вот у него хант и умер. Я просто стоял, ждал, чтобы в него заморозку разума инста нажать. Прям вот моментально, как только он начнет кастовать какой-нибудь хил. Но он решил вообще ничего не классать, и по итогу просто хант умирает. Ну, я не знаю. Мало импакта от вражеского ДК, он просто упарывается почему-то в лекаре, там непонятно, кого он бьет, меня он особо не замедляет, ну и все. Победка. Вот такую вот игровую сессию получилось отыграть. Все мои гайды и весь мой дополнительный контент ищите на Бусти. Я же с вами на сегодня прощаюсь. Всем удачи, всем прогрессии в PvP, всем пока.